Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Второй расклад. Как решится ваш вопрос? Как решится ваша проблема? Осуществится ли задуманное? Исполнится ли ваше желание? Ну вот именно, может быть, желание, оно и связано с тем, что какая-то проблема не решается. Какой-то есть, пункт, когда, что-то и застопорилось. Возможно, вы принимаете методы какие-то, да, пользуетесь там чем-то, я имею в виду какие-то способы, да, ищете для решения проблемы. Но вот, видимо, ВОЗ и ныне там, то есть проблема присутствует. Вот давайте рассмотрим. Не знаем, что нам еще скажут карты, но для начала, конечно, мы узнаем, кто вы, чтобы понимать, что там за проблема, может быть, нам сразу карты расскажут. А вот правда, вот смотрите-ка, пятерка кубков. Но есть тут все равно в этой карте, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Ситуация выбора определенно есть, и что-то затянулось. Может быть, это вы уже и пол вымыли, осколки выбросили давным-давно, и уже вы могли от чего-то отказаться. Вы уже в чем то могли поставить точку, потому что это сложная, мелкая карта, но состояние сложное. Это когда все пошло не так. Не пришел тот, кого мы ждали. Не было то, что обещано, осуществимо. Или пусть это даже документальный какой-то вопрос, или связан именно с делами. Опять же, то, что вы к чему готовились, или вы думали, что это будет осуществлено, не пошло. Вот именно разочарование. К примеру, здесь мог появиться какой-то, как третий персонаж. Здесь могла появиться какая-то бумага, документ. Здесь могли открыться какие-то новости или нюансы. И тут будет связано именно с тем, что какой-то новый элемент. И если это касается вопрос документов, работы, то есть какой-то нюанс вышел на поверхность, да, или вы это узнали, неожиданно причем. Это как холодный душ могло быть. И тем не менее, вас что-то вернуло в реальность, может быть, и человек, который тоже, может быть, и были договоренности, но по каким-то причинам он изменил свое мнение. Изменил какие-то прежние обещания, может быть, и так, паш мечей. Вы могли столкнуться еще и с таким вопросом, или, вот смотрите, вы изначально не видели, что проблема существовала. Или вы могли думать, что «а я вот сейчас быстренько тут все это решу», и все. И опять же, и незрелость идет по этой карте. Конечно, я допускаю, что человек, неважно, сколько ему лет, какого возраста, он может быть с вами одного возраста или даже старше, но вот незрелость, она все равно присутствует. И если это касается делового характера вопроса, значит, тоже в тот момент, когда вы за что-то взялись, или за осуществление какого-то проекта, некоторые нюансы вы опять же, вы не видели. Вы не знали, может быть, законов, вы не знали, как это все дальше продолжится. А вот вышло-то оно как вышло. Для кого-то из вас это может быть даже, я такое допускаю, ситуация с детьми, поживестники или дети. Может быть и так. Но тут еще и вопрос одновременно у вас как будто по финансам завис. Как решится ваша проблема? У кого-то напрямую с деньгами какая-то неувязка, да? А то и все-таки две проблемы, потому что то другое направление. Может быть, это как раз и касается того, что, тут надо перестраивать, к примеру, самого себя, ориентировать уже, как на будущее мы говорим, да, на какие-то новшества, изменения, которые мы не можем отменить. Нам именно вписаться нужно в какую-то ситуацию, в обстоятельства, и сделать что-то. Может быть, кто-то до сих пор не знает, как поступить, потому что прежнее уже понятно, не сработало. А вот что делать дальше? Вроде как элемент новизны или понимания присутствует, но вот денежная ситуация, наверное, тоже заставляет подойти очень вдумчиво. Тут нельзя рисковать. У вас ситуация выбора, мои дорогие. И у кого-то тут вообще 3 вопроса даже, как решится ваш вопрос. Вот на самом деле, да, это когда изменены договоренности или какие-то, может быть, законы были изменены, да. У кого-то центральная тема именно по финансам. И тут в разных,
плоскостях это может быть, а у кого-то еще одновременно вопросы переезда. И все это вот в целом какой-то клубок, из-за чего у нас получается разочарование, то есть что-то не решено. И вы в конечном итоге как будто закрылись, потому что, ну, это знаете как, когда я ничего не могу сделать, я пытаюсь сохранить себя. Это мы сами как будто, ну, так немножко отходим, в тень и уходим от решения быстрых вопросов, уходим хотя бы на короткий период времени. Как отдышаться нужно. Нужно и осмотреться, и все продумать, но точно рисковать никак нельзя. Для кого-то из вас это может быть связана история вот прямо с конкретным человеком, когда тут не то, что было нам что-то обещано, а может быть и, кстати, у кого-то по деньгам, может быть и долг даже, я такое могу допустить. Или когда, ну, как взять, может быть и кредит какой-то, такое тоже вы хотели, что-то не получилось. И, к примеру, это с жильем связано, да? Иногда по девятке пентаклей, ну, мы можем говорить, жилье или, ну, это что-то дорогостоящее, в итоге мы можем свести к финансам. И, может быть, это сделано где-то связано с переездом, с переменой места жительства именно. Понятно, тут и финансы, тут и законы, тут и сам переезд, перемещение. Но да, тут на сегодняшний день у вас сформировалось конкретно, как будто несколько проблем, вот, да, как решится ваш вопрос. Безусловно, у кого-то это с близким будет связано. Иногда супруги. И, ну, мы не будем рассматривать карту по полу, да, что у нас король, а может быть, меня смотрят мужчины, и это связано именно больше с женщиной. Я такое допускаю. Но тут была какая-то ситуация, которая, когда вы были уверены в человеке, вот еще, понимаете, тут личностный фактор. Но, может быть, для кого-то ну, почему? Вот вы у себя спрашиваете, почему все оно пошло не так? Решится проблема или нет? Ну и, скорее всего, смотрят те, которые, все таки общение какое-то есть, да, вот с этим человеком или взаимодействие у вас есть, но как прежде не будет. Вот в чем вопрос. Это уже вам точно понятно. Или даже если вы не отказались от прежних своих задумок, то тогда вот как будто нужно отдышаться и подумать, что вообще, в принципе, с этим делать, какие методы использовать, да, или какие промпты для себя разработать, может быть, и так создать. Ну, без тактики никуда не пойдешь, а без стратегии дважды. Вот вы где-то задумались и о стратегии, и о тактике, и у кого-то все вместе, если навалилось, то тут и вопросы могут быть и детей, и жилья, и конкретного человека. Ну и как на десерт еще тебе на и финансы. Ну, вот думала, одна какая-то тема. То есть тут явно есть разочарование, мои дорогие. Ну, как-то неожиданно, да? Давайте мы, знаете, как с вами поступим? Как решится ваш вопрос или проблема? Ну, как минимум 3 вопроса, так немножко неожиданно оно пошло. И мне очень хочется сделать следующим образом. Давайте поиграем со своей интуицией. Я сейчас достану 3 карты. И вы можете, допустим, загадать на один вариант, что будет или как будут развиваться события, если я поступлю определенным образом. Или как, будет, допустим, будут развиваться события, то есть решится ли мой вопрос, если я вообще ничего не буду делать, да, то есть, предпосылки, ну, есть движение у этой ситуации или нет, тут все замерло. Вы можете где-то по-другому как-то задать вопрос или, конечно, выбрать что-то одно, но я бы сказала, надо делать выбор для того, чтобы рассматривать какие-то варианты. Вы сами добавьте разные варианты, и, может быть, для вас, ну, вот вам интуиция подскажет, как же, правда, лучше действовать. Или на каждый, да, из вариантов, у нас их тут как минимум 3, если не 4, поэтому давайте достанем 4 карты, да, вот раз у нас так выпало непонятно. Первый вариант, второй, как решится ваш вопрос, как решится ваша ситуация, завершится ли ваша проблема, как же это все образуется. Итак, кому недостаточно времени, ставьте на паузу. Именно вы тут не размышляйте, а вот какая карта на вас смотрит, какая идет в руки по вашему вопросу. Поэтому задайте вопросы, а мы идем дальше. Итак, как решится ваш вопрос? Что нам скажут по первой карте? Решится ли он? А ведь правда вы тут сохраняете какой-то момент.
Тут по-другому не будешь, не сможешь действовать. Тут не только отдышаться, тут и посчитать что-то нужно. Как решиться? Ох, тут вот именно, тут из-за чего все застряло. Какая-то зависимая ситуация, вы в зависимой ситуации, и вы, возможно, находились в ней изначально, вы просто этого не видели. Вы воспринимали чью-то игру как за стабильность. Вы где-то себе позволили в свое время расслабиться. И вот теперь, получается, вам нужно вернуться назад к тому прежнему, ну, может быть, моменту, когда у вас все было стабильно. Как бы вот этот дьявол, да, вот как бы вернуться назад, перепрыгнуть через эту карту для того, чтобы что-то стабилизировать. Иначе, что у нас может получиться? Нам ведь нужно выйти из этой зависимости, а тут это не получится. Тут какую-то, знаете, как цепь порочную надо разорвать. Она вас еще до сих пор держит, это точно. Как решится ваш вопрос? У кого-то денежная, правда, тема, и как она может быть решена? Только через работу, мои дорогие, конкретно. Тут нужно что-то продолжать. Вот смотрите, вот положим так, карта дьявол. А здесь у нас четверка пентаклей, да, ну, в общем-то, стабильность, якорь. Вот вам какому-то якорю нужно как вернуться, да, ну вот как минимум какой-то базис себе создать, когда вы вот и отдышаться сможете, и уже как бы преувеличить вдвое. Четверка, а дальше идет восьмерка. И в этих энергиях постоянно находиться. Здесь решать материальные скорее вопросы, нежели позволять себе, окунувшись в какие-то соблазны, вот буквально так, или поддавшись на чьи-то уговоры, мои дорогие, вот именно так. Вы именно ведь и не видели, чего-то, да, из-за этого ляпсус и получился. Так вот, на эту удочку не попасться еще раз. Ну, наверное, прагматиком какое-то время вам быть совершенно необходимо. Нам четко карты дают понять, что через работу, через вашу где-то независимость, рост профессионализма вы можете решить какую-то проблему. Вполне можете, потому что вы как преувеличиваете свои возможности, силу, независимость еще тем более, да. Вам нужно обрести эту самую независимость, и это где-то подразумевает, что вам придется отказаться от ожидания. Вам нужно перестать что-то ждать. Давайте еще, как решится ваш вопрос, как решится ваша проблема. Ну вот смотрите, мы уже сколько карт достали, но проблема пока не решается. Мя. По аркану жрица это все больше и больше тайн. Вполне вероятно, вот поэтому нам карты и сказали, занимайся именно дела, работа, может у кого-то бизнес, решение финансовых вопросов, решение вообще каких-то ежедневных даже вопросов. Потому что ты тут сколько ни думай, словно голову сломаешь. Но вот эта независимость, она приходит от финансовой безопасности. И, может быть, пока вы тут что-то стабилизируете, вот ваше это дело или вопрос обрастает новыми сведениями. Может быть, это вы что-то узнаете. Вам нужно научиться сохранять себя по-новому. Причем так, когда в играх чужих вы не участвуете. Так решится ли вас ваш вопрос? Первая ситуация. Его можно решить только по справедливости. Его можно решить только по законам. Поэтому где-то эта карта подсказывает. Если закон предусматривает, то вы можете его решить. Может быть, и придется обходить некоторые условности или правила. В каждом законе есть подзаконные акты, но, тем не менее, здесь, если даже мы говорим, все-таки у нас дьявол, да, как бы мы тут чего не хотели, но должно быть по справедливости. Может быть, мы представляем, что с нами несправедливо поступили, а это мы только представляем. С учетом аркана дьявол мы сами включились, повторяюсь, в какую-то игру. Может быть, мы и не думали, что это игра. Мы были очень искренни в тот момент. У вас два старших аркана – жрица и правосудие. Но если каким-то образом, то есть этот вопрос, допустим, неважно, человек, работа, инстанции. Тут не просто нужно верить обещаниям, мы сказали уже, да? А вот что-то вам пообещали, а вы сразу говорите: "Это хорошо". Допустим, я подумал или подумала. Давайте составим документ или заключим какой-то документ, или какое-то соглашение, контракт, договор. То есть тут надо переводить именно на букву закона.
Если вы вот таким образом вы себя учитесь сохранять. Мало того, что где-то финансы, но еще и для вас необходимо знание того, что закон вас должен беречь. И здесь не может быть «если», а здесь нужно так сделать, чтобы вам, когда же бумагу вы получили, и для вас это будет гарантия вашей безопасности, победы и даже праздника после победы. Но вот эти энергии, они ведь не случайно выпали. Вот карта жрицы — это карта независимости. И всегда мы говорим: жрица, за счет чего она независимость добивается ее? Она никому ничего не доказывает. Она, наоборот, действует, ну, где-то так вот исподволь. И в данном случае вас сберегает буквально закон. И если мы вот что-то правильно сделаем, то тогда мы и не попадем. Вот в зависимость 15-го аркана. Поэтому не дать себя накормить какими-то еще раз обещаниями, а прояснить тот или иной вопрос. Даже если вы узнаете, мои дорогие, что, к примеру, ваш вопрос решится, это точно. И я не могу сказать, что он решится со знаком плюс, хотя, конечно, карта четверка жезлов, она может как раз и говорить, что тут решится финансовый, к примеру, вопрос, вопросы, связанные с жильем. Но я допускаю все же наш расклад, прогноз общий, и вполне вероятно, вы узнаете, что вы не можете в таком ключе его решить. Тогда будет какая-то ситуация, которую вы сейчас не видите, и в последующем, возможно, вы скажете спасибо, да и слава богу, что это не решилось, а мне теперь это не нужно. Потому что вы все равно останетесь как будто довольны, вы выходите из зависимой ситуации. Она вас больше, ну, не держит на коротком поводке, мои дорогие. Вам вот именно как будто какой-то ограничитель надо убрать. Вам постоянно что-то мешает или кто-то. Вам постоянно кто-то, и вы ведь ресурсный более чем человек. Причем тот человек, который, ну, по правде живет. Все-таки аркан справедливости. И, может быть, где-то это прообраз вот этого пажа мечей, может быть, вы раньше что-то и не видели, и не знали, но теперь-то глаза уже точно открылись. Вас эта ситуация учит обходить, может быть, даже некоторые правила, да, но действовать по закону. У нас и по закону тоже разные варианты бывают, правда? Но если вы уже видите, что ну вот вообще никак, то тогда не надо себя разрушать, потому что я могу предположить, что следом за этой возможностью, даже если это уже будет невозможность, а как бы решение вопроса, но с словом «нет», то вы тогда освободитесь от какого-то гнета. Вторая позиция и как решится ваш вопрос. Вот нам карта говорит, он может решиться, но чуть позже. Как решится ваш вопрос? Пока очень много каких-то запутанностей, много информации, много, может быть, и тех ситуаций, когда участвует, в принципе, много людей. Может быть, это вопросы работы, коллектива, или есть тот человек, который, ну, где-то обещание-то есть, но толку-то нет. По шестерке пентаклей, тем не менее, у вас может, вот второй вариант, решиться через помощь, кстати, какого-то конкретного человека. Для кого-то из вас, если мы говорим, к примеру, кредиты или взять кредит даже, да, ну, тут тогда нужно все хорошенько продумать и просчитать это точно. Может быть, как подготовиться. Если кто-то, наоборот, должен совершить важный платеж, то тогда, скорее всего, ну, есть и люди, которые вам могут помочь на какое-то время деньгами. Но как решится ваш вопрос? Сам-то вопрос. Это как будто не совсем решение, да? Вроде как победа есть, но это еще не завершение. Так как решится ваша проблема? Туз мечей. Какой-то лабиринт закончится. Но видите, может быть, именно поэтому нам и говорят, тут быстро что-то не решится. Тут от вас это где-то не зависит, а зависит от времени, от ряда причин, от людей влияет на это, на вашу ситуацию. И прежде чем, ну, знаете, вот то, что вам невидимо, то, что вы не предполагаете, то есть вы не видите, как вот эти третьи какие-то условности работают в отношении вас. Вы даже не предполагаете, откуда они взялись.
Или кто, или что может, быть вот этими третьими какими-то условностями. Но здесь, видимо, пока вот это какая-то, ну, энергетическая масса, назовем это так, пока это не разберется, не отстроится, то и тема не может быть закрыта. Это именно когда уже какой-то баланс должен, понимаете? По второму варианту тут какой-то баланс должен быть установлен. Иначе вот это хаос, на лад дело не пойдет. Тут договориться никто не сможет. Я часто называю карту информационного хаоса, но тут нам конкретно, тут явно есть какой-то спор, тут есть какое-то недопонимание. И тут недостаток, в принципе, пятерка жезлов– это всегда недостаток взаимопонимания. И следующее у нас 6 пентаклей. Тут баланс должен быть установлен. Тогда и выход из лабиринта будет найден. И колесо фортуны, и еще какие-то силы, знаете, ну и тут уже как фортуна, которая вам помогает, ну, как бы продвинуть вашу ситуацию. Так и что это будет после фортуны? Сложновато будет решать, вот все равно. Будет большая усталость. Как будто вы можете участвовать в этом деле, может быть, какой-то специалист. Правда, тут могут иногда по королю мечей, это мы к юристам обращаемся, к адвокатам, опять же, буква закона. Может быть, это у кого-то все вот эти 2 ситуации, они как-то взаимосвязаны. Я, конечно, допускаю, что это может быть конкретный человек, человек, который, возможно, рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет асцендент. Для кого-то из вас, вот, кстати, по королю Пентаклей, это персона, ну, как бы вот нам 2 персоны, да, уже показали, который рожден человек под знаком зодиака стихии Земли. Дева, Телец или Козерог, или, опять же, там имеет асцендент. Но, может быть, есть какие-то контактные люди, ну, как и, допустим, официальные лица идут, да, по этому, аркану. Вполне вероятно, тут все равно как-то быстро что-то не складывается. И вроде фортуна, она на вашей стороне. Но по второму варианту вы буквально зависите тоже либо от закона, либо от конкретного человека. Вы, наверное, от чего-то и устали. Дайте, ну, все-таки тут не до конца. Тут вроде бы складывается, знаете, какой-то танец, хочется сказать. Вроде ничего не решается, потом шаг вперед, потом опять, ну, какая-то заминка, получение какой-то дополнительной информации. И вроде бы фортуна помогает, да? Ну, как удача на вашей стороне. А удача-то она на вашей стороне, но не на стороне какого-то человека. Так как решится ваш вопрос? У кого-то много инстанций, мои дорогие, придется пройти. Тут вам могут, кстати, обещать. Вот, слушайте, вторая ситуация, может быть, какие взаимосвязи есть какие-то, потому что все-таки смотрит меня, ну, много людей, но каждый смотрит свое. И правда я могу сказать, как решится ваш вопрос, люди загадали очень многое. Или у каждого из вас, пусть 3, 4 или больше вопросов, но они имеют общую взаимосвязь. Потому что одно, как будто из этого вытекает что-то второе. А второе граничит с третьим. У нас еще 2 карты, мы посмотрим. Так вот, как решится ваш вопрос? Тут, может быть, придется, вот почему много усталости, как будто выход из лабиринта есть. Но прежде чем мы это достигнем, нам придется пройти какой-то сложный путь, мои дорогие. Тут действительно быстро не решится. Это только вторая позиция, это через какое-то время. Ну, вот так. Поэтому будьте к этому готовы. Но заключительная часть и заключительная карта– карта победителя. Третья позиция– как решится ваш вопрос. А тут вообще непонятно, надо ли это решать. Может быть, это вы себе что-то надумали, карта искаженного восприятия? Вы как-то неправильно видите этот вопрос. Либо, вы знаете, это то, что нужно оставить. Вы представляете, что, ну, вас как будто что-то держит, или с вами была, может быть, и правда какая-то несправедливость. Но вот как раз, может быть, девятка жезлов, какая-то пауза, да? Но вы на это не влияете, на паузу. Тут на себя надо влиять, потому что вы застряли как бы добровольно. Как решится ваш вопрос?
А вы знаете, тут от вас, правда, этот вопрос совершенно не зависит. Тут зависит от внешних сил. Внешние силы, что это? Законы, обстоятельства, поведение других людей, решения других людей. И насколько, ну, как там, либо человек, либо аркан башни иногда свидетельствует вообще о какой-то внешней, да, обстановке, но иногда и небезопасной обстановке, так как решится ваш вопрос. Но это не от вас зависит. Вы знаете, с одной стороны, вопрос этот не решится. Но знаете, как разрешится ситуация? Тут как что-то изменится. Изменятся законы, изменится положение. У кого-то откроются границы буквально. Или какие-то ограничения в отношении вас тоже как будто отпадут. Но за этот период нужно сохранять себя, мои дорогие, и надеяться на себя тут, потому что вам придется через некоторые неожиданности пройти. И тут я бы сказала, раз за восьмеркой мечей следует аркан башня, тут нужно быть предельно внимательным к тому, что вокруг вас происходит. На кону ваше благополучие. А мы не видим, да? Вообще-то праздник будет, мои дорогие. Тут да, как решится ваш вопрос. Да, тут все-таки вопрос, смотрите, он не будет решен в том контексте, как вы это представляете. Тут будут как варианты. Основная какая-то помеха, которая вам не дает решить эту тему, она будет завершена. Ну, по-разному. Тут, да, аркан башни, потому что это именно что-то вот меняется, изменится. Или какие-то внешние события. Может быть, вам придется действовать где-то быстро. Будьте где-то готовы к тому, что как и что-то согласовывать придется, так и буквально куда-то поехать. Может быть, поехать не туда, куда вы планировали, а что-то вам придется перестроить, переиграть. Быть гибче к тому, что, в принципе, вот происходит где-то вокруг вас и касается именно вашей темы. Может быть, вы свой собственный план как на 180 градусов пересмотрите, к этому тоже будьте готовы, потому что и это будет правильно. То есть где-то не бойтесь, если видите, что ваша тема требует быстрой вашей именно перезагрузки. И я не исключаю, что вот именно даже кому-то оставить это все как есть придется и вообще переключаться на что-то другое. Но тогда для вас это тоже как своего рода спасение, выздоровление, потому что у вас так вот трансформация проходит. Это, знаете, как по судьбе было задумано вам пройти, ну, какую-то жизненную коллизию для того, чтобы либо человек заставил вас себя саму уважать, может быть, кстати, аркан императрица, да, или для того, чтобы вы, ну, как вас подтолкнуть к какому-то очень важному шагу. Это ведь карта статусная, поэтому для кого-то из вас на кону статус. И ситуация может касаться и работы тоже. Поэтому даже если у вас, к примеру, да, и вы загадали эту позицию третью, а у вас решается вопрос именно касается вашего труда, занятости, да, вы работаете, тут есть все-таки какой-то контакт туда у вас, да, все же у нас третья карта– это императрица, и ресурсы у вас какие-то есть, или они к вам приходят. Но то, что вокруг вас сейчас, вы изменить точно не можете. Но для вас, для вашего статуса, для вашего благополучия будет какой-то неожиданный совершенно альтернативный вариант, и ваша задача где-то быстро рассмотреть его, быстро в том плане. Это не значит, что на эмоциях. Нет, просчитывать что-то придется. Но это и все идет к тому, чтобы для вас как пути дороги какие-то открылись. К вашему счастью, буквально к празднику. Но после этого, то есть ситуация вообще кардинально изменится, третий вариант. И в конечном итоге у вас еще какой-то будет выбор, или вы получите какое-то известие, которое тоже может символизировать такой выбор. И вот тут будьте внимательны, потому что нужно этот выбор, ну, как-то сделать очень правильно. Следом за или от вашего выбора будет, может быть, зависеть какая-то долгая траектория. Давайте карту совет хотя бы по третьей позиции. Туз жезлов. Да, какая-то информация. Из ниоткуда. Когда вот на этой карте. Жезл из костра. И колода ведьмочек, ведьмочка стоит. Это что вообще такое? Ну вот непонятно.
Вы где-то здесь зависите от, повторяюсь в очередной раз, от внешних событий, где-то от новостей. Для вас поэтому сейчас, ну, никак нельзя закрывать глаза, мои дорогие. Тут вам постоянно аналитика, холодная голова должна быть и предельное внимание ко всему, что вас окружает. Потому что туз жезлов– это шанс. Не упусти шанс, говорят. Ладно, четвертая позиция. Кто что загадал по шестерке кубков. Ну, к примеру, помириться можно, да, решить самой вопрос через примирение. Да, может, с одной стороны, но давайте достанем еще одну карту. А что для этого нужно, да, то есть, или как же он будет решаться? Ведь иногда эта карта ностальгии. О, а тут император. Договариваться, может быть, буквально с законом. Ну, с законом нельзя договориться, но рассмотреть, может быть, медиаторство, да, у кого суды идут, почему нет? То есть есть какая-то в вашем вопросе или в решении вашей темы альтернативная позиция. Если мы будем действовать как прежде, то вряд ли мы чего-то добьемся. А если мы как будто готовы подвинуться, рассматривать компромиссы, то тогда вполне вероятно мы останемся довольны. Более того, и ситуация перейдет к вам под контроль. Для кого-то из вас это будет связано действительно с каким-то выбором, но и отказом от чего-то одновременно. Не на 100% это получится, но как минимум на 50%. Как решится ваш вопрос. Для кого-то это потребуется, может быть, и как поездка или переезд, может быть, даже если это вопросы работы. Для кого-то из вас много совершить каких-то поездок. Но, знаете, тут ведь есть такой момент, потребуется вам мужество. Потому что для кого-то из вас это как жизнь с чистого листа по третьей позиции. То есть вы идете на какой-то компромисс или вы с кем-то договариваетесь, а потом ситуация будет развиваться так, как вам даже сложно просчитать заранее. Тут какая-то конфигурация, да, вы договорились, и вы получаете словно 50% успеха. И для того, чтобы уже полностью что-то решить, вот какая-то дорожка вам будет необходима. Да или нет? Вам нужно будет словно поставить какую-то точку, но пока нам карты не говорят, что вы для этого должны будете сделать. Вот когда вы, да, вот в какое-то перемирие или в какие-то соглашения вступите, повторюсь, 50% успеха. Ну, как бы это только лед тронулся в какой-то, может быть, запутанной ситуации. А остальные 50 карта заслуженного успеха. Это, вы знаете, как остановиться на полдороги. Ну, это так, кажется, да. А по сути дела мы еще не на полдороги, а мы еще где-то из прошлого не смогли словно уйти, отплыть, отчалить словно. Да, и вот вам придется что-то продолжать. Как решится ваш вопрос? Не, ну тут решится. В конечном итоге вы окажетесь там, где вы хотите. В конечном итоге вы можете получить вполне при вашем мужестве, настойчивости и вниманию к деталям. Вот я уже не раз сказала, и карта ведь сама по себе шестерка мечей, она в классических колодах, она такая темная, ну, темноватая, обычно в таких, ну, серовато-черных тонах. И тем не менее, это карта заслуженного успеха, потому что, как правило, там лодка, да, и человек отплывает от безжизненного берега. Здесь на метле летят, ну, что поделаешь, второй ведьмочек, да. Но это все равно, это вот уход от прошлого, понимаете? А что нас там ждет, непонятно. Поэтому и карта говорит, тут потребуется мужество. Для кого-то из вас придется пройти какое-то обучение, адаптироваться долгое время. То есть готовьтесь, что вот эти вторые 50% от вас потребуют где-то приложения новых знаний, новых сил, адаптации, организации жизни по-новому. Но в конечном итоге тут вы более чем останетесь довольны. Вот такой у нас был с вами прогноз неожиданный, да? Насколько кому подошел, буду благодарна вашим комментариям. Вот мне интересно, напишите, правда, мои дорогие, есть из вас те, у кого вот все 4 позиции как-то вот совпали, да? Явно, ну вот есть, да, вот мы рассматриваем первую, вторую, третью, четвертую, а есть компоненты, которые так и хочется как-то связать. Есть в них что-то общее или какое-то начало предпосылки.
Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, добрые комментарии, волшебные просто. С удовольствием всегда читаю. Не всегда успеваю отвечать. Прошу меня извинить, надеюсь на понимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Переходите к моим публикациям на мой сайт. Читайте гороскопы, там разные статьи по психологии. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.